Всем привет! Сегодня я вам покажу, как связать вот таких вот собачек. Беленькая похожа на мальтезе, мальтийскую баллонку, а бежевая на йорка, йоркширский терьер, либо шицу. В общем, будем вязать. Вяжутся они не быстро. Можно сказать, что просто, но не быстро, из-за того, что вот эти волосики, пока все попротягиваешь, конечно, это занимает время. Но результат того стоит. Получаются очень классные и на вид как настоящие. Также к этим собачкам мы свяжем с вами сумочку, но это уже будет в следующем видео. Собачка по размеру получается где-то 20 на 15 сантиметров. И высота примерно тоже 15 сантиметров, а в длину 20. В общем, начинаем. Собачка у меня связана из пряжи плюшевой, тельце полностью связано. Из плюшевой пряжи я вяжу Himalaya Dolphin Baby. Вы можете использовать любую плюшевую пряжу, ну или можно связать ее вообще из любой пряжи, не обязательно даже плюшевой. Нужен один моток вот такой вот плюшевой пряжи для тельца собачки. Тельца, головы, ножек, там всего, в общем. Для волос я использую пряжу Alize Softy Plus. Вот такой вот. Цвет можете выбирать любой. Я купила несколько оттенков бежевого, коричневого, вот таких вот цветов. Хочу сделать сейчас тельце бежевое и волосики бежевые, там разноцветные такие вот. Вообще хотела сделать, как у моей собаки Йорка, но не нашла ни черную пряжу Alize Softy Plus, ни серую, поэтому буду делать сейчас бежевую собачку. Вот у меня есть начатый моток Himalaya Dolphin Baby. Это у меня 342 цвет. Вот я буду вязать им тельце. Еще нам понадобятся глазки. Глазки где-то 14 миллиметров, у меня это бусинки. Бусинки пришивные, я их буду пришивать. И носик тоже где-то 14 миллиметров. Носик с креплением, то есть будем его вставлять и крепить. Крючок номер 4 основной и номер 5 сумочка же еще есть. Пятым крючком будем вязать сумочку. Еще понадобится пуговка какая-то для этой сумочки. Но сумочку я покажу уже в следующем видео. Сейчас вяжем собачку. Кстати, на сумочку понадобится вот такая вот пряжа. Я вяжу ее из велюта, Alize велюта. 1,5 мотка у меня уходит. Вы смотрите, я не знаю, у кого-то 2 уйдет, у кого-то тоже 1,5. Смотрите сами. Наверное, все. Наполнитель нам еще понадобится. Резиночка для волос, бантики. Это уже там на ваше усмотрение. Начинаем. Начинаем мы, как всегда, с кольца амигуруми, либо 2 воздушных петель. Видео для начинающих я, как обычно, прикреплю вот здесь вот в подсказках. Кто не умеет вязать совершенно, либо вот подзабыл что-то, то переходите в это видео для начинающих. Там я рассказываю и показываю прям очень понятно. Так, а мы вяжем. 4-й крючок берем. Я делаю 2 воздушные петли. И в первую петельку набираю 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Во втором ряду делаю 6 прибавок, то есть в каждую петельку по 2 столбика без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Этот ряд закончили. Следующий ряд у нас 3-й. Вяжем 1 столбик без накида, 1 прибавка. И так до конца ряда. И в конце ряда будет 18 столбиков без накида.
Этот ряд я довязала. В 4-м ряду вяжем 2 столбика без накида, 1 прибавка. И тоже так до конца ряда. В конце ряда будет 24 столбика без накида. Вяжу 1, 2 и прибавка. Это 3, 4, 5, 6, прибавка 7, 8. И так до конца ряда. Этот ряд я довязала. В 5-м ряду вяжем 3 столбика без накида, 1 прибавка. И тоже так до конца ряда. И в конце ряда будет 30 столбиков без накида. Этот ряд я довязала. Вязание выворачиваем. И дальше с 6-го, то есть со следующего ряда, по 15-й ряд включительно будем вязать по 30 столбиков без накида в каждом ряду. Просто в каждую петельку по столбику без накида. С 6 по 15 ряд включительно. Мы начали с задней части, вот это вот у нас задняя часть. То есть мы вяжем сейчас туловище просто, как у нас есть, вот 30 петелек вяжем с 6 по 15 ряд включительно. Вот так вот выглядит 15 провязанных рядов. Дальше у нас идет 16 ряд. Вяжем 3 столбика без накида, 1 убавка. И так делаем до конца ряда. 6 раз у нас получится так сделать. Просто вяжем 3 столбика без накида, 1 убавка до конца ряда. Маркер можно перенести. И вяжем дальше. Этот ряд я довязала. Дальше 17 ряд вяжем в начале 3 столбика без накида, прибавка. Вот 1, 2, 3 и делаем прибавку. Снова 3 столбика без накида вяжем 1, 2, 3 и снова прибавку в следующую петельку. Теперь вяжем 6 столбиков без накида, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Теперь вяжем 1 столбик без накида, 1 прибавка. Так делаем 4 раза. 1 столбик без накида и прибавка. Это 1 раз. Столбик без накида и прибавка. 2 раз. Столбик без накида. Прибавка 3 раз и столбик без накида, прибавка 4 раз. И до конца ряда 2 столбика без накида остается провязать. Вот этот ряд мы закончили. Следующий ряд 18 вяжем 16 столбиков без накида в начале ряда. Вот 1 столбик провязала, маркер перенесла и вяжу дальше. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Теперь вяжем 2 столбика без накида, прибавка, и так делаем 4 раза. 1, 2 и прибавка, это 1 раз. 1, 2 и прибавка, это 2 раз. 1, 2 и прибавка 3 раз. И 1, 2 и прибавка 4 раз. И до конца ряда 2 столбика без накида. Есть. Следующий ряд 19. Вяжем в начале ряда 16 столбиков без накида. Снова, как и в предыдущем ряду, вот до убавочек вяжем 16 столбиков без накида. Провязала я эти 16 столбиков без накида, но не до убавочек, а до прибавочек. Я там оговорилась. Так, дальше вяжем 3 столбика без накида, прибавка. И так делаем 4 раза. Вот снова 1, 2, 3 и прибавка. Это 1 раз.
1, 2, 3 и прибавка, это второй раз. 1, 2, 3 и прибавка, это третий раз. И 1, 2, 3 прибавка, четвертый раз. И снова до конца ряда 2 столбика без накида. Это 19 ряд, мы его закончили. В 20 ряду вяжем 16 столбиков без накида, снова до вот этих вот прибавок. А потом вяжем 4 столбика без накида, прибавка. И так делаем 4 раза. И до конца ряда 2 столбика без накида. Этот ряд я закончила вязать. Дальше нам нужно провязать с 21 по 24 ряд включительно по 42 столбика без накида в каждом ряду. У нас сейчас 42 петельки вот здесь вот. И мы вяжем просто без изменений в каждую петельку по столбику без накида с 21 по 24 ряд включительно. Вот так вот сейчас выглядит вязание. Дальше у нас 25 ряд и вообще все последующие ряды мы будем уже делать убавки. Поэтому добавляем наполнитель и постепенно вот добавляем и закончим. В 25 ряду вяжем 5 столбиков без накида, 1 убавка. И так делаем до конца ряда. Просто вяжем 5 столбиков без накида, убавка, 5 столбиков без накида, убавка. Маркер можно перенести ближе. И вот таким вот образом мы провязываем 25 ряд. В 26 ряду будем вязать 4 столбика без накида, 1 убавка. Кстати, по убавкам видео я тоже прикреплю вот здесь вот в подсказках. Посмотрите, как я их делаю. Давайте я вам сейчас первый ряд покажу. 1, 2, 3, 4, 5 и делаем убавку. Я за переднюю стеночку делаю убавку. Ну, в видео в этом зайдите, посмотрите подробнее. Снова 1, 2, 3, 4, 5, убавка. Снова 1, 2, 3, 4, 5, убавка. И в общем так будем вязать 5 столбиков без накида, убавка до конца ряда. 6 раз у нас вообще получится так сделать. В 26 ряду свяжем 4 столбика без накида, убавка, тоже так до конца ряда. В 27 ряду 3 столбика без накида, убавка, и тоже так до конца ряда. В 28 ряду 2 столбика без накида, убавка, тоже так до конца ряда. Еще наполнителя добавим хорошенечко. И в 29 ряду свяжем 1 столбик без накида, убавка, тоже так до конца ряда. И потом в 30 ряду закончим убавками. Делаем то, что я сейчас рассказала. Смотрите, хотела вам показать то, что должно получиться. Вот я добавила наполнитель. Сейчас мне осталось провязать последний ряд, 30-й, просто убавками. Вот я делаю одну убавочку, вторую. Третью, четвертую, пятую и шестую. Здесь я просто делаю соединительный столбик, ниточку обрезаю, вытягиваю, затягиваю. Вовнутрь ее прячу. Так вот хорошенько подтягиваю наполнитель, если вылез. Либо вытягиваем, либо вовнутрь снова его крючком продавливаем. Здесь я еще раз делаю такой вот узелочек и просто прячу ниточку вовнутрь. Вот так вот. Заготовочка вот такая вот у нас готова. Сейчас мы сделаем здесь мордочку, свяжем. Я ее вяжу отдельно, чтобы вставить носик и закрепить. Сейчас мы это сделаем. Так, мордочку эту вяжем
тоже делаем 2 воздушные петельки. И в первую набираем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Во втором ряду делаем 6 прибавок. В каждую петельку по 2 столбика без накида. И теперь еще 2 ряда провязываем по 12 столбиков без накида в каждом ряду. Просто в каждую петельку по столбику без накида 2 ряда. Провязала я, следующую петельку делаем соединительный столбик. Ниточку обрезаем, вытягиваем, затягиваем, протягиваем вовнутрь. Добавляем сюда наполнитель. Сначала носик вставим. Носик, я думаю, надо вставлять прям в серединку, да, куда-то. Нет, сюда нет. Значит, сразу за первым рядом ставим носик. Вот так вот. Сразу за первым рядом. Сейчас. Да, посмотрела, пойдет. Закрепляем его изнутри. И теперь пришиваем. Я пришивать буду с помощью обычной иголочки с ниточкой, как и у всех своих игрушек. Буду пришивать к мордочке. Вот у нас конец вязания. И я прям посерединке, чтобы он у меня был. То есть вот так вот где-то, видите? Я пришью эту мордочку. Просто сначала буду заходить в мордочку, потом в тельце. И вот так вот по кругу пришью и добавляю наполнитель. Смотрите, эту мордочку я сюда пришила. Теперь я предлагаю, прежде чем мы возьмем лапки наши, пришьем и хвостик, потом просто легче это будет сделать, когда мы добавим волосы. Нам сейчас нужно нарезать ниточек много и по голове их повставлять. Ну, в принципе, их не так уж и много, видите, где у меня? Только на верхней части головы волосы идут. Такую сказать, макушечку они. То есть мы по вот этой вот части, вот эту вот часть нам нужно сделать волосами. Отсюда мы заберем в хвостик, а здесь будут на носике. А потом уже свяжем все остальное. Смотрите, как я определяю, сколько мне нужно. Вот это у меня собачка еще стрижена. Я сначала волосы закрепляю подлиннее, а потом их подстригаю. Я вот беру сначала от макушки, вот так вот ставлю ее, от макушки ниточку, меряю примерно. Так вот, смотрите, от макушки ниточку я беру, пополам складываю, и вот примерно, я же говорю, я лучше сначала длиннее сделаю, потом обрежу. И до низа, тут у меня уже ножки будут идти, и вот я отсюда прям до низа примерно посмотрела, столько мне нужно, отрезала. И вот таких вот веревочек я буду нарезать много, пока вот мне не понравится оформление и внешний вид моей собачки. Я вот так вот уже по первой веревочке буду отрезать все последующие. И разные цвета буду делать. Можете первую собачку сделать одним цветом, так будет легче. Вот как я сделала первую собачку свою беленьким. И все. То есть я сейчас нарезаю, а потом вот эту вот часть от носика и наверх. Вот, нет, ну, от начала мордочки вот этой и наверх мы будем все волосами. Сначала закрепляем носик, пока вот этот не трогаем, закрепляем сначала вот здесь вот на макушечке. Начинаем сверху и идем ниже, ниже, ниже. И тут же, смотрите, тут вам покороче нужны будут ниточки.
То есть от верха взяли самые длинные, потом короче, 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 чтобы они у вас примерно одной длины были. Закреплять будем следующим образом. Берем ниточку, просто в петельку, как мы единорогом и всем остальным делаем. Просто в петельку, сюда зашли, петелечку подцепили, вытянули ниточку, здесь сравняли два кончика. Я держу за кончик. Потом вот так вот беру и вовнутрь сюда ниточки и закрепляю. Видите, вот таким образом. И будем, чем гуще, тем лучше. Практически в каждой петельке будем заходить и закреплять вот до носика. По носику потом отдельно пойдем, нам нужно именно выложить будет на носике в разные стороны. Все, в общем, закрепляем самостоятельно ниточки там, где я показала и рассказала. Я тоже сейчас это сделаю и покажу, что получается. Смотрите, вот я уже попротягивала эти ниточки, я их протягиваю прям в каждый ряд. То есть у меня здесь пропусков нет. И здесь полностью мордочку прошла. Вот мордочка заканчивается. На мордочке я тоже полностью сделала. И прям вот до конца. А здесь, видите, вот так у меня мордочка и идет, что я ее тут сделала и сюда ушла. То есть макушка, как я вам говорила, и сразу я решила и мордочку попротягивать, потому что там думала, что нужно будет каким-то определенным образом эти, видите, здесь вот так ниточки выставлять, но нет, просто я их очень-очень-очень близко друг к дружке повставляла, а здесь уложила в разные стороны. Теперь нам нужно завязать хвостик, разделяем, чтобы красиво было. Примерно берем волосы сзади полностью. Это у кого есть собачки, тем полегче будет. Я своей заплетаю, поэтому я примерно знаю, где их нужно брать. Ну и вы возьмите, чтобы просто было красиво. Собираем волосы вот так вот. Как-то так, наверное, будет, да? То есть тут у меня еще, видите, остается много волос. Впереди очень хорошо их расчесываем пальцами, чтобы было красиво. Если какие-то лишние взяли, убирайте. Ну, примерно как-то так. Если что, потом можно переплести. Пусть тут нужно будет. Резинку можно брать любую. Я сейчас обычную черную завяжу. Посмотреть хотя бы. Просто завязываем хвостик. Хорошо все волосики протягиваем. Ой, так, обратно. Посмотрите, какая красота получается. Эти волосики по сторонам. Здесь вот так я собрала, видите, в хвостик. И вот так вот уже красиво получается. Пока оставим так, как есть, ничего еще подстригать не будем.
Оставляем как есть. Сейчас свяжем ножки.